Уважаемые белорусы, Всебелорусское народное собрание проводится уже в 6-й раз. Выполнялись ли хоть раз принятые на этих собраниях планы? Нет. Почему? Потому что это не что иное, как имитация демократии, подмена работы госаппарата. У этого собрания всегда была только одна настоящая цель – создать видимость, что все под контролем. С точки зрения белорусов, на ВНС нет представителей народа, но есть лояльные чиновники, идеологи и просто приближенные. Люди видят, что эту свиту из подневольных и бесправных прячут от народа за оцеплением силовиков. Разве это похоже на высшую форму демократии? Мы знаем, что на ВНС не будут обсуждать вопросы, которые действительно волнуют белорусов. Правоохранительные органы, забывшие про право и закон и ставшие просто силовиками. Судебная система из полноценной ветви власти, превратившаяся в ручного шпица. Насилие, пытки, издевательства над мирными протестующими на улицах наших городов и уже в наших домах. Атмосфера страха и мстительность власти, поломанные судьбы, уничтоженные бизнесы, массовый отъезд инициативных белорусов, стремительное падение экономики в результате внутренних санкций против успешных независимых бизнесов, полный провал внешней политики и международная изоляция и, как следствие, слабость и уязвимость Беларуси. Ни о чем из этого мы не услышим на ВНС. Мы понимаем, что многие из вас приехали сюда не по своей воле. Вы знаете, что Лукашенко не интересует ваше мнение, ваш голос, ваши идеи. Вы знаете, что на ВНС вы ему нужны только для массовки. Я знаю, что вы обсуждаете, как он надоел, и вас коробит от его потуг изображать законного президента процветающей страны. Вы с тоской думаете о реальной жизни, полной проблем, которые не решаются, а игнорируются. В этой системе хотят, чтобы вы беспрекословно выполняли приказы и несли ответственность за ошибки и некомпетентность власти. Вы говорите, что вас не слышат, а за критику карают. Стоит вам возмутиться, проявить инициативу, взять на себя ответственность, и за вами могут прийти. Обвинить, уничтожить карьеру и поломать жизнь. При этой власти так было всегда. И эта власть не способна меняться. Но мы все вместе через демократические выборы можем начать строить новую Беларусь. Да, у каждого из вас есть навыки и опыт, которые всегда будут нужны в системе госуправления. Но только в новой Беларуси будут востребованы ваши идеи и энергия. Помним, что каждый человек хочет реализовывать свой потенциал, развиваться, получать достойную оплату труда и при этом без стыда смотреть в глаза своим детям, своим коллегам, друзьям и соседям. Также помним, что честные выборы – основное требование протеста. И команда Светланы Тихановской подготовила проект нового избирательного кодекса, который исключит фальсификации и создаст условия для полноценных избирательных кампаний вашими будущими лидерами. Чтобы провести новые выборы, нам нужно начать диалог. Пока мы не разрешим политический кризис, наша экономическая и физическая безопасность будет под угрозой. Последние полгода показали, что никто не может чувствовать себя защищенным. В интересах каждого из нас восстановить безопасность в Беларуси. И гарант этой безопасности не президент прошлого, а народ. В предыдущем обращении мы предложили вам диалог, и теперь получаем сотни писем о проблемах в ЖКХ и МЧС, юстиции и экономике, образовании и здравоохранении. Пишите нам на почту dialog@tikhanovskaya.org и присылайте информацию, которая приблизит нас к новым выборам. Нам вместе строить новую Беларусь.